Привет всем, Арми! Тэхён наконец-то вернулся домой и решил поделиться одной из самых личных глав своего творческого пути. Он опубликовал несколько фотографий и видео с выставки, которую он так тщательно подготовил. На каждой фотографии на его лице видна радость, словно он действительно наслаждается каждым уголком пространства, где выражает себя. Эта выставка еще раз демонстрирует огромный талант Тэхёна создавать уникальную и значимую красоту, рожденную из его уникального взгляда на мир. Работы кажутся отражением его души, и без преувеличения можно сказать, что он невероятно гордится тем, чего достиг. Среди всех опубликованных им фотографий одно изображение привлекло внимание многих. На нем Тэхён демонстрирует двухцветные волосы, красные и синие. Этот выбор цвета символичен, поскольку красный и синий часто ассоциируются с огнем и водой, двумя разными, но сосуществующими стихиями. Многие фанаты интерпретируют огонь как символ энергии, страсти и силы, а воду – как символ спокойствия и эмоциональной глубины. С помощью этого визуального образа Тэхён, кажется, передает идею баланса, того, как два контрастных элемента могут дополнять друг друга. Помимо публикации своих работ, Тэхён также находит время для общения со своими поклонниками на Уиверс. Среди множества полученных сообщений он решил ответить на одно, наполненное восхищением и тоской. В сообщении говорилось о его энтузиазме по поводу предстоящего фотоальбома и искреннем чувстве тоски. Ответ Тэхёна был теплым и содержательным. Он описал, как его тело после демобилизации все еще реагирует рефлексивно, но ментально он чувствует себя в режиме покоя. Он даже пошутил, что теперь предпочитает пижаму в военной форме. Это заявление дает честный взгляд на переходный период, который он переживает, от дисциплинированной жизни к более спокойной, более личной фазе. Желание отдохнуть и насладиться комфортом очень естественно после такого значительного опыта, как военная служба. Тэхён хорошо выполнил свои обязанности и теперь возвращается как личность с новым взглядом на жизнь, не только как завершивший службу солдат, но и как постоянно развивающийся художник. Многие фанаты также часто обсуждают уникальную динамику отношений Тэхёна и Чингука, их отношения часто символически описываются как слияние огня и воды. Тэхён часто воспринимается как спокойный и задумчивый, в то время как Чингук известен своей энергией и страстью. Эти различия часто рассматриваются как взаимодополняющие. В корейской культуре считается, что совместимость проявляется в том, как два человека уравновешивают друг друга. Неудивительно, что многие считают их взаимодействие естественным и гармоничным. Кажется, они понимают друг друга без лишних слов, связь, рожденная долгой дружбой и общим опытом. Во время прямой трансляции Тэхён сделал заявление, которое многие фанаты сочли прекрасным. Он сказал, что не носит красное, но что Чингук принадлежит ему. Для некоторых это заявление показалось символичным, учитывая, что красный цвет часто ассоциируется со страстью и волнением. На протяжении всей трансляции их взаимодействие было теплым и комфортным. Небольшие жесты, короткие взгляды и расслабленная поза создавали дружелюбную атмосферу. Подобные моменты часто воспринимаются фанатами как отражение подлинной близости не из-за сказанных слов, а из-за того, насколько естественно участники группы взаимодействовали друг с другом. Другие участники BTS часто замечали эту близость и отвечали легкими шутками. Комментарии вроде «Вы двое никогда не расстанетесь» часто воспринимаются как признак близости. За шутками скрывается признание связи, которая строилась годами. Когда возникают шутки о ссорах, Тэхён и Чингук объясняют, что они никогда по-настоящему не ссорились, а скорее вместе преодолевали трудности. Это демонстрирует сильную сплоченность, где поддержка является главной опорой. Со временем их отношения продолжали развиваться, не теряя своей сути. С самого начала между ними всегда существовала связь, которая позволяла им двигаться бок о бок, расти вместе и поддерживать друг друга в карьере и личной жизни. Изменения заметны, но близость остается. Сейчас их взаимодействие кажется более зрелым, спокойным и естественным. Для многих поклонников эта динамика служит примером того, как отношения, построенные на уважении и понимании, могут выстоять и процветать. Как огонь и вода, различия – это не барьеры, а источник равновесия, и из этого равновесия рождаются отношения, которые кажутся теплыми, искренними и значимыми.
Из всех моментов, которые они разделили, наиболее сильным кажется постоянство. Не постоянство в чрезмерных проявлениях, а постоянство в простом единении. Тэхён и Чингук никогда не пытаются определить свои отношения жесткими рамками, а позволяют им проявляться через небольшие, повторяющиеся привычки. То, как они стоят так близко друг к другу, не осознавая этого, то, как их взгляды ищут друг друга в переполненной комнате, и то, как тишина между ними кажется комфортной, а не неловкой, все это формирует повествование, которое развивается медленно, но становится все яснее со временем. Зрелость, которую они теперь видят друг в друге, также отражает долгий путь, который они прошли. Они больше не два молодых человека, разделяющих мечту в начале своей карьеры, а личности, преодолевшие огромное давление, ожидания и ответственность. Этот опыт сформировал их понимание друг друга не всегда через слова, но через присутствие. Когда один устал, другой, кажется, знает, когда нужно прижаться, а когда дать пространство. Этот баланс не возникает мгновенно, а является результатом времени и доверия. В мире, полном пристального внимания, подлинность бесценна. И, возможно, именно это чувствуют многие, наблюдая за взаимодействием Тэхёна и Чингука. Нет никакой принуждения, никаких усилий для создания моментов, все происходит естественно. Они смеются, когда хотят смеяться, молчат, когда хотят молчать, и присутствуют вместе, не нуждаясь в доказательствах. Именно эта простота делает их отношения такими сильными и трогательными. Для поклонников наблюдения за этим путешествием это не просто наблюдение за двумя любимыми личностями, но и отражение здоровых человеческих отношений, которые не всегда переполнены, не всегда полны радости, но стабильны и взаимно усиливают друг друга, отношений, где различия не игнорируются, а принимаются. Тэхён со своим спокойствием и Чингук со своей энергией создают сбалансированную динамику. Как вода, которая успокаивает огонь, не гасит его, и огонь, который согревает воду, не испаряя ее. С течением времени их близость, кажется, все больше интегрируется в повседневную жизнь, не как нечто, что нужно подчеркивать, а как естественная часть их рутины. Они присутствуют вместе в больших и малых моментах, в смехе и усталости, и именно в этом проявляется сила их отношений, не в одно мгновение, а в непрерывности. В конечном счете, история Тэхёна и Чингука – это не о ярлыках, домыслах или определениях. Это о пути двух людей, которые растут вместе, учатся друг у друга и уравновешивают друг друга. О том, как единство, построенное на уважении, доверии и искренности, может выстоять в условиях перемен. Подобно огню и воде, они могут быть разными. Но именно в этих различиях создается гармония. И, возможно, это самое прекрасное послание из всех. Самые крепкие отношения, не самые громкие, а самые стабильные, не самые демонстрируемые, а самые ощутимые. И в своем молчании отношения продолжают жить, расти и находить свой собственный путь, тихо, но верно.